Всем привет, меня зовут Анастасия, рада вас всех видеть на своем канале. Честно вам скажу, я политику не люблю и не особо в ней разбираюсь. В Турции тема политики очень болезненная и очень горячая. И если вы не прожили здесь много лет и не являетесь гражданином Турции, то вам не стоит заводить тему политики, скажу по собственному опыту. Как бы я ни старалась в обществе ставить свои 3 копейки, меня технично и аккуратно закрывали мой рот. А уж тем более не старайтесь здесь и спорить на эту тему, потому что здесь это не всегда заканчивается хорошо. Вплоть до того, что родные и близкие потом могут не разговаривать друг с другом годами. И семьи, которые дружили друг с другом, также напрочь перестают общаться и видеться. Вы наверняка слышали, что 14 мая в Турции состоится выбор президента, и по этому поводу у нас ходят обучающие ролики, как и где правильно голосовать. От А до Я инструкция. Также на днях нам пришла вот такая повестка, приглашение на голосование. В этом году я впервые принимаю участие в голосовании. Прошу минуточку вашего внимания. Я очень вас прошу поддержать мой канал комментарием. Это абсолютно бесплатно, и ваше мнение для меня очень важно. Эти выборы – большое событие не только для Турции, но и для всего мира. Его сравнивают как один из самых трудных и сложных выборов за последние 100 лет. Все в напряжении, народ очень переживает, очень волнуется за свою страну. Турки сами по себе большие патриоты, и они готовы отдать свою жизнь, не задумываясь, не только за родину, но и за свой флаг. Этому их учат с детства. И это факт. В этом вы убедитесь чуть позже. Досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить. Сейчас Турция разделилась ровно на 2 половины. Одна из которых будет голосовать за действующего президента Турции Эрдоана, а вторая часть за оппозицию Кылычдароглу. В Турции насчитывается 120 партий, из них, которые 4 входят в состав президентской Эрдоана, и 6 партий, которые присоединены к оппоненту Кылычдароглу. Идет усиленная предвыборная кампания с обоих сторон. В телевизоре делают вставки, делают в рекламах, везде, в общем, за кого, как правильно голосовать. На улицах везде развешаны плакаты. У нас по району ездит машина с музыкой и в рупор говорит свои лозунги. И даже у нас в центре нашей провинции сегодня бесплатно кормили всех желающих мяском, рисом и айраном. И знаменитая каша кешкек. Моя семья, и в том числе я, тоже пойдем на голосование, кроме нашего дедушки. Он у нас очень принципиальный, и переговорить и обговорить его от чего-то – это очень большая проблема. А он у нас, скажу по секрету, обиделся на то, что ему не прибавили пенсию. И он сказал: в этом году я ни за кого голосовать не буду. Я, к сожалению, не смогу вам снять процесс голосования, потому что муж меня предупредил, что там съемка будет запрещена. И сейчас пришел момент показать вам настоящего патриота, и это моя соседка. Это моя любимая подруга, ее зовут Зехра. Она ярый поклонник нашего действующего президента. Она здесь родилась и выросла, она очень переживает, очень любит свою страну. Наидобрейшей души человек. Никогда не судите людей по внешнему виду. До начала выборов она ездит на своей машине, включает на полную громкость эту песню и открывает окна, можно сказать, прям каждый день.
Если вам было полезно и интересно это видео, обязательно подпишитесь, поделитесь этим видео и поставьте лайк.